Привет, мои дорогие! Вы на канале Шьем с Таней, и сегодня будем с вами шить только из квадратов. Очень интересной лоскутной техникой, можно сказать, такой практически скоростной. Что-то будет наподобие такого ленивой техники бонбона. Так, что нам понадобится? Квадратики ткани я подготовила 8 вот таких и 8 вот таких. Можно брать одной расцветки, можно разные, каждый, чтобы был квадрат разный. То есть это на ваше усмотрение. Размеры квадратов у меня 12 сантиметров. Сначала я их выкладываю так, как я хочу их видеть, чтобы они были. Я вот так вот буду чередовать через один. Вот так вот. То есть такой типа собирать шахматкой. Так, здесь мы, значит, вот этот вот добавим, вот этот. Ну и так далее. Думаю, принцип ясен. Вот так я выложила, разложила свои квадратики. Меня вполне это устраивает. И теперь сшиваем все в одно полотно. То есть сшиваем сначала 2 квадрата, потом добавляем еще, получается, полосочка. Потом полоску с полоской сшиваем и так далее. И хорошенько утюжим. Швы буду я разутюживать. Итак, я прошила. Уже сложила лицом к лицу ткани. Сейчас вам покажу. Вот, значит, то, что я сшивала. Вот изнаночная сторона швы разутюженная, как говорила. И взяла такой большой отрез ткани размером чуть больше, чем этот. И складываю вот так вот лицом к лицу. Можно сразу выкроить в размер. Ну, можно, просто я отрезала, у меня такая ткань была, поэтому тут немножко выступает, но я лишнее срежу. Вот, и теперь прокладываем строчку по 3 сторонам. То есть так вот прошиваем на ширину лапки. Это оставляем отверстие открытым. То есть здесь мы ничего не прошиваем. Потом через это отверстие будем выворачивать. То есть получится как бы такой большой карман. Все, прокладываем строчку. Все, строчки я проложила по 3 сторонам. Теперь вот эту вот лишнюю выступающую ткань, которая у нас вот с этой стороны. Видите, как говорила, больше взяла ее вот. Поэтому это все срезаем. Немножечко вот так вот вырезаем, высекаем уголочки, не доходя до шва, конечно, чтобы их не распороть. И потом все это вывернем на лицевую сторону через вот это вот отверстие и отутюжим. Готово. Вот как выглядит одна сторона и вот как выглядит вторая. Здесь отверстие, через которое мы вывернули. Я также, скажем, обработала его. Просто подвернула ткань сюда вовнутрь, буквально где-то на полсантиметра. То есть вверх вот так вот подвернула. Сейчас ближе вам покажу. Вот видите? Вот так. И низ, соответственно, также. И хорошенько проутюжила. Теперь нам нужно проложить строчки от верха до самого края. Вот так вот. То есть здесь у нас получается всего 3 строки. Прокладываем. Шила. Так и лицевая сторона выглядит. И вот так вот изнаночная. То есть, ну, вторая сторона, скажем так. Вот видите, здесь вот проложены строчки. И у нас получились теперь вот такие вот небольшие кармашки. Теперь берем любой наполнитель. У меня это Hello Fiber. Можно также взять, допустим, какой-то синтепончик там со старых каких-то изделий. Также нарвать его на такие небольшие кусочки и наполнять. Так, небольшое количество. Вот так вот. И просовываем его. Можно взять линейку, допустим, чтобы лучше, удобнее было работать. И вот так вот утрамбовываем, просовываем до этих квадратиков. То есть нужно будет действие повторять эти по несколько раз на один ряд. Так, вот сюда я просунула наполнитель. Смотрю, достаточно ли мне его или нет. Недостаточно, видите? Значит, нужно еще добавить. Как раз вот столько я добавляю, тоже снизу. И наполняю потом этот кармашек, соответственно, через это отверстие. Это через это и это через это. И дальше покажу, что делаем. Так, я пока наполняю. Еще хотела вам сказать, что многие называют эту технику пирожки. Видите, как раз сейчас вот получается, как будто начиняем пирожки. Такие вот, да, типа булочки, пирожки. И получается очень похоже в итоге на бомбон, но гораздо проще, гораздо быстрее, менее трудозатратно получается. Вот. А вариант очень красивый, имеет место быть. Также можно шить в таком варианте и подушки, и сидушки, и одеяла, и коврики, допустим, детские. То есть вообще вариантов масса. Также, кстати, девочки, приглашаю вас всех к себе в телеграм-канал и в группу ВК. У нас там можете делиться фотографиями ваших работ. Также там имеются мастер-классы и длинные, и короткие, и схемки разные тоже я выкладываю. Девочки выкройками делятся. Все это бесплатно, поэтому добавляйтесь, всех там жду. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии.
Все, первые пирожки я так набила, начинила. И теперь, кстати, что еще немаловажно, нужно вот набивать, видите, не вплотную, а так, чтобы можно было здесь проложить строчку. То есть вот так вот. И теперь просто прокладываем строчку от начала до конца. Вот так вот прокладываем строчку. Дальше набиваем потом эти. Опять строчка, эти набили, снова строчка, эти набили. И здесь можно либо потайными стежками закрыть это отверстие, да, либо проложить строчку на машинке. Я это сделала на швейной машинке. Сейчас я уже закончу, все это сделаю и покажу вам уже конечный результат. Решила показать, как все выглядит сейчас вот после первой отстрочки. И буду продолжать набивать дальше. Вот видите, как все аккуратненько. Оно такое пушистенькое, нежное получается. Вообще просто прелесть. Все, я работаю дальше. Мои дорогие, я закончила. Вот как выглядит одна сторона. Посмотрите, как красиво, как нежно. И вот как выглядит наша красотка лоскутная. Вот так вот интересно смотрится. Такой легчайший, я считаю, способ. У всех получится с первого раза. Не переживайте. Берите, шейте и действуйте. Вот здесь по краю проложила также строчку отделочную. Ее особо и не видно. Вот все аккуратненько, все прикрыто. Все утеплитель внутри. Теплое, воздушное. Вот такое оно примерно получилось у меня. Давайте же по размеру вам скажу. Ну, тоже размер, это все индивидуально, в зависимости от того, как вы плотненько будете набивать, какой у вас будет уплотнитель, утеплитель. Ну, вот так берем. Вот 36 сантиметров. 36 на 36 сантиметров. Такая вот заготовочка получилась. Как вам? Оставляйте ваши комментарии, буду очень ждать. Ну все, мои дорогие, до скорых встреч, пока-пока. Жду вас всех у себя в ВК и в Телеграм. Пока!